Сегодня я вам расскажу, как же легко и просто получить нового годли юнита Акватитан Спекермена. Поэтому скорее ставь лайк, подписывайся на мой канал и подрубай колокол. Ну а мы погнали к ролику. Ну а если ты также хочешь получить бесплатного хайпера от меня, тогда скорее залетай в мой телеграм-канал по ссылочке в описании или же закрепленном комментарии и участвуй в мега крутых конкурсах. Наверное, вы уже хотели переключить этот видеоролик, так как увидели, что у самого меня нет этого годли юнита. И как же я, не имея годли юнита, могу рассказывать, как же его получить. Но не делай скороточных выводов, потому что именно сегодня я расскажу, как же получить его и нужно ли вообще тебе получать этого годли юнита. Этот новый годли юнит Акватитан Спекермен мы с вами можем выбить в ящиках в новом Summer Crate, который у нас еще в том обновлении вышел, но его добавили только в этом. Сейчас их чуть больше 2000 штук и стоит он около 200-300 тысяч гемов, то есть неплохие такие суммы. Его дамаг как будто ну хороший, 140 тысяч урона, это же просто жесть, что за дамаг. Но на самом деле, что же я могу вам сказать? Этот юнит полное... Не буду выражаться плохо, но вот так скажу, полное фу, потому что он намного слабее, чем даже вот этот вот Титан Бичболмен. Я не знаю, насколько, конечно, Титан Бичболмена пофиксили. В прошлом видеоролике, кстати, если не забуду, подсказочку сверху поставлю. Вы могли посмотреть обзор на этого юнита и узнать, насколько же он сильный. И посмотреть другие обзоры на этого юнита, точнее, вот на нашего Акватитан Спекермена, у которого вроде бы, ну, DPS-то побольше будет, чем у нашего Титан Бичболмена, но посмотрев на то, как он дамажит и до какой волны люди смогли дойти с полным скипом, вы, кстати, в прошлом моем ролике можете посмотреть, до какой же волны я смог дойти с этим Титан Бичболменом, а вот с этим юнитом дошли до намного меньше волн, чем с этим Титан Бичболменом, и даже сами эти ютуберы или же просто челики, которые проверяли, которые получили этого юнита, говорили о том, что он полностью какой-то очень слабый, или же Тилантрик скоро сделает реворк, как у нас это было с инженером, то есть сделают у нас его сильнее, более крутые обновления, но на самом деле это реально какой-то очень слабый юнит. Он дамажит очень мало, почти поодиночке, он намного слабее, чем ультимейт, хотя по факту урон у него не так уж и хуже, чем у того же Дриллмена, не помню какой урон Дриллмена, давайте даже сейчас сами посмотрим, какой же, например, у нас урон у этого дрилчика, и у него... У этого дриллмена 170 тысяч урона. То есть, ну, дриллмен чуть-чуть лучше. Но, по факту, они должны быть, ну, плюс-минус хотя бы одинаковые. Но нет, этот Акватитан Спекермен просто какой-то бомж, а не юнит. Ее выбить очень сложно, ведь 2000 выбило всего за... Ну, обновление вышло, получается, где-то часов 13 назад я снимаю этот видеоролик. И... Ну, их очень мало выбило. То есть, как минимум, Титан Сэндменов, он уже 70 тысяч, почти 80. А вот Аква Титан Спекермена всего 2000. И давай сейчас даже сгоняем на трейдинг плазу и посмотрим, сколько же он стоит. И как же, я расскажу, как же его получить, если вы все равно даже его хотите, узнав информацию, что он... никак вам не поможет проходить крутые волны. То есть, если даже сравнивать, у нас наш апгрейд Титан Клокмен наносит 175 тысяч, то есть его DPS 175 тысяч. И стоит он, ну, почти 1,5 миллиона, там, миллион с чем-то. Ну и Дриллмен тоже под 500 тысяч стоит. А наш Титан Бичболмен, кстати, стоит всего 7,5 тысяч гемов, а дамаг у него почему-то писано 180 тысяч. Ну, вы можете все знать, естественно, в ролике моем прошлом, досмотрите этот и далее можете переключаться на тот видеоролик, в котором я это рассказал. К сожалению, здесь нет, давайте сейчас быстренько поищу и покажу вам, за какую же цену плюс-минус продают этого нового Акватитан Спекермена. Вот, например, на этом сервере его человечек продает за 138 тысяч. Если у вас есть такая сумма, я вам не советую покупать. Это, естественно, ваше решение, но посмотрев другие обзоры на этого юнита, он реально полностью бомжатский. Вы можете посмотреть, что у него кулдаун 0,2, то есть он, ну, каждые 28 тысяч, каждые 0,2 секунды дамажит. Да, у него реально 140 тысяч дамаг, но многие из новых юнитов дамажат, ну, на всех. То есть даже вот этот вот Титан Бичболмен, он дамажит всех, кто рядышком гоняет. То есть всех, кто гоняет рядом, он дамажит. Как, например, тот же Берет, Камерамен, который также уничтожает всех, кто вместе ходит. То есть радиус у них общий. А этот юнит, он очень странный. Он дамажит почти не по общему. У него общий радиус очень маленький. То есть он почти не дамажит общим. Он дамажит почти, ну, максимум может троих вместе задамажить. И все. То есть он по одному юниту кидает этот урон, поэтому с ним можно дойти только до волны так 30. То есть очень-очень мало можно пройти с этим юнитом волны. Вообще он ничего не стоит. Ну,
чтобы его получить, вам, естественно, можно, в принципе, даже на самом деле Титан Бичболменов покупать и далее продавать их, потому что сейчас, когда вышла новая эксклюзивочка, вы можете заработать на этом нехило такие деньги, потому что на каком-то сервере, вот, например, здесь сейчас за 10 тысяч человек продают, и я уверен, что у него купят. То есть вы можете искать сервер, на который за 7 тысяч продают, а дальше продавать за 10, и получается вы будете продавать неплохо, так дороже, и получается это вот 3000 гемов. И с помощью этого способа вы также можете не только купить этого года, вы можете купить себе какого-нибудь другого юнита, то есть того же, ну, апгрейд Титан Клокмена, у которого 175 тысяч ДПС, это же просто жесть. Их всего, кстати, в мире 1070 штук, то есть это самый дорогой сейчас юнит в игре, это правда самый дорогой юнит в игре. Их меньше всех, кто вообще сейчас существует. То есть да, также тех же инженеров, их 20 тысяч целых. И Акватитан Спекермен, ну, он совсем скоро, я уверен, упадет в цене, как тот же, например, Мифик, вот этот Титан Сетмен, помню, вначале его продавали за 30, за 20 тысяч, а сейчас уже можно купить за 2, за 3 тысячи. Ну, это же жесть. Он хиллер хороший, в принципе, юнит такой же неплохой. То есть тот же апгрейд Титан Сильный Момент, который появился у нас давно, уже стоит около 1000 гемов. Хотя, ну, урон у него даже на сейчасшний момент не такой уж плохой, 71 тысяча ДПС. Тот же Титан Презентмен, у которого ДПС 40 тысяч, ну да, ДПС у него, конечно, не такой себе, но он стоит 200 гемов. Ну, то есть тоже очень дешево. И все потихоньку, все годли будут понижаться в цене, потому что будут появляться новые юниты, как, например, новый эксклюзивный Титан Бичболмен с лучшим уроном, чем у тех годли юнитов. То есть, например, тот же, не знаю, Титан Фейерворкмен уже хуже, чем у нас новый наш эксклюзивный Титан Бичболмен. Они какие-то прям его бов сделали, поэтому я советую вам хранить его на аккаунтах. Как видите, я сейчас храню, и потому что, ну, он реально очень сильный, с ним можно неплохо так проходить волны. То есть, например, он даже сильнее, чем Хайпер, он сильнее, чем, ну, Голден он, наверное, не будет сильнее, да, он немного слабее Голдена, совсем немного, а Чеф и Чефа тоже намного сильнее, но Чеф это немного другое, тут, в принципе, нельзя, я думаю, с ним сравнивать, поэтому, по факту, вот этот новый Титан Бичболмен, он намного сильнее, чем все новые Годли, получается, только один Годли может сравниться с ним, это Golden Future Large Clockman, ну, и стоит он, ну, знаешь, неплохие такие суммы, 90 тысяч гемов, ну, это жесть, ну, и их, конечно, 30 тысяч штук, а этих Акватитан Спекермен, по факту, его можно покупать только для того, чтобы похоронить, и, естественно, далее продать чуть-чуть дороже, это единственное, для чего можно, я думаю, этого Акватитан Спекермена хранить у себя, по-другому, я думаю, ну, а смысл его хранить, если он полностью бомжатский, он вообще никак не поможет вам с фармом, он только помешает вам, и вы только разочаруете в своей покупке, поэтому не тратьте свои гемы впустую, лучше купите себе хайперов, и дальше за хайпера трейдите этих крутых юнитов, или же купить за 7,5 тысяч гемов, или за 7 тысяч Титан Бичболмена, и просто, ну, уничтожайте всех на своем пути, потому что он реально очень крутой. Ну, обзор, как я уже повторяюсь, уже не знаю, сколько раз повторяюсь, вы можете посмотреть на этого юнита в прошлом моем видеоролике, который вышел совсем недавно, там я полностью его рассмотрел и понял, что он реально сильнее, чем этот годли юнит, поэтому и решил сразу записать этот видеоролик, чтобы вы не тратили свои гемы на этого юнита и оставили эти гемы при себе, или же купили себе более что-то важное, чем этот Акватитан Спекермен. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать свой видеоролик, надеюсь, он тебе понравился, ты влепил свой лайк, подписался на канал и, конечно же, подрубил колокольчик. Ну, а я буду с вами прощаться. Не забывай также залетать в мой телеграм-канал по ссылочке в описании или же закрепленном комментарии, в котором проходит розыгрыш на крутых юнитов. Совсем скоро пойдет розыгрыш на вот этого нового Титан Бичболмена, поэтому залетай и жди этого розыгрыша. Но пока участвуй в мини-розыгрыше, который сейчас происходит, кстати, на Берет Камермена. Ну, а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока!